Привет, мои дорогие друзья! У меня сейчас проходит суд. Я истец, то есть я подал иск о защите чести и достоинства по клевете. Эта клевета была произнесена еще в 18 или в 19 году на одном из телеканалов Литвы. Они не привыкли, что на них подают в суды. То есть там настолько все великие, что там можно просто врать и не ждать, что тебе прилетит назад. А кроме того, я подавал иски и в отношении там их всяких силовых там органов, да, там такое вообще не принято. Там адвоката найти ты не можешь, чтобы подать иск, к примеру, к прокуратуре. Ну вот, и прошел суд, и на суде там был представитель Фейгина. Знаете такого? Любитель овцебыков Фейгин. Ну, вы все в курсе этой романтической истории. И вот представитель Фейгина задавал мне вопросы финансового характера. Он задавал вопросы финансового характера, где вы платите налоги. Ну, потому что вы же понимаете, что это имеет непосредственное отношение к клевете, которая была сказана в 2019 году, где вы платите налоги. Но судья разрешала задавать такие вопросы. Я понимал, для чего это происходит, но потом даже я прозрел. Потому что они опубликовали запись из суда. Произошло второе заседание. Мы, конечно же, предъявили свое ФЭП по поводу публикации личных данных. А судья сказала, что, в принципе, это нормально. Пришла к такому выводу. Если это нормально, тогда я тоже опубликую. Потому что мне в радость опубликовать то, что происходило в этом европейском, я кавычу, суде. Потому что многие наши граждане, и вообще многие, кто не сталкивались с судами в Литве, наверное, не понимают, что там происходит. И они думают, что в литовском суде происходит плюс-минус то же самое, что в нидерландском суде, к примеру, или в французском суде. Нет. Литовские суды – это отдельная история. Для начала они решили привлечь документы от 22 года, чтобы доказать слова, сказанные в 2019 году. Это не шутка. Было подано прошение в связи с тем, что 16 июня 2022 года было принято решение областным административным апелляционным судом Украины, которое непосредственно связано с рассматриваемым делом. Был представлен документ с официального сайта, который был размещен на этом сайте 26 июня 2022 года. Никого особо не смущает то, что они решили доказать клевету 18 или 19 года какими-то бумажками из Украины от 22 года. Это нормально. И в этом документе содержатся важные и значительные для дела элементы. В официально признанном документе, который официально признали суд и Министерство юстиции Украины, истец официально признается пропагандистом, и это так написано. И литовский суд всерьез принимает как юридическое определение пропагандист, взятое из какого-то определения Львовского суда. Пропагандист. Официальное определение. Смотрите, здесь завизировано Министерством юстиции Украины. Вы понимаете, что процесс проходит на литовском языке. Я вам даю только переводчика, да? И там также говорится, что с 2014 года на каналах Telegram и YouTube истец ведет пропагандистскую деятельность, то есть это охватывает и тот период, который рассматривается в данном нашем рассматриваемом деле. С 2014 года я вел в Телеграме и на Ютубе свою кампанию. У меня, конечно, не было в 2014 году никакого телеграмма и в помине, но это тоже никого не интересует. Моя позиция. Я впервые вижу, чтобы в деле 2019, если я не ошибаюсь, года пытались ссылаться на решение другой юрисдикции от 2022 года. Я не очень хорошо разбираюсь, конечно, в законах Литвы, но я знаю, что в юриспруденции есть понятие «закон обратной силы не имеет» и так далее. Мы приобщаем документы 22 года в деле от 2019 года, и сторона ответчика пытается ссылаться на них в своей позиции. Через 3 года какое-то решение, которое не вступило в силу, и они пытаются ссылаться на это, как будто бы предугадав в 2019 году решение 22 года, это о чем? И что вы думаете, каково решение суда? Правильно.
Суд приобщил документы к делу и говорит о том, что предоставляется возможность представителю высказаться по поводу их сути и их содержания. Я еще пытался им что-то объяснить, потому что по старой памяти я думал, ну, суд, ну, вроде как-то официально, это же Евросоюз-то вроде. Создание нереального, недействительного, грязного имиджа в итоге и приводит к таким решениям, на которые пытается сослаться сторона ответчика 2022 года. Потому что в решении 2022 года фактически ссылаются на вот такие вот грязные высказывания в мой адрес. Российский пропагандист и так далее. Слово я впервые в юридическом поле слышу определение пропагандист. В то время как высказывающий это обвинение уже несколько раз по суду извинялся и опровергал. То есть в данном случае речь не может идти о добросовестном заблуждении. Он отлично знал, что совершает клевету. У меня все. То есть я аргументирую, что Фейгин, он просто, конечно же, нездоровый человек. Однозначно нездоровый человек. Не может взрослый мужчина несколько лет смаковать свою же собственную выдумку о сексе с детьми и так далее. Ну, то есть это ненормальный человек. Судя по его сожительнице, к примеру, по многим другим косвенным признакам, это действительно не очень нормальный человек. Нездоровый. Но то пусть определяет, знаете, медицинская комиссия, здоровый он психически или нездоровый. Я уверен, что не очень. А здесь же суд, да? И вот начинают сыпаться реальные юридические аргументы. Какую официальную позицию вы поддерживаете, например, в отношении Крыма? Официальную позицию Киева или официальную позицию Москвы? Кому принадлежит Крым? Я поддерживаю официальную позицию мирового сообщества, Европейского Союза и цивилизованного мира. Крым принадлежит Украине. Я всегда это заявлял, и ни одного моего утверждения противоположного никто нигде не найдет. Вопросы продолжались. Это Европейский суд. Я истец по делу о клевете 2018 года. Поддерживаете ли вы нынешнюю власть Украины и ее позицию? Я не поддерживал, не поддерживаю и не планирую поддерживать нынешнюю власть Украины, как и предыдущую власть Украины. Но я всегда поддерживал государственный суверенитет Украины, ее территориальную целостность и народ Украины. Были ли вы когда-либо судимы в отношении любой юрисдикции? Принят ли в отношении вас приговор или выдвинуто какое-то обвинение? Обвинения выдвинуты исключительно украинской властью, от которой я получил убежище в Европейском Союзе. Ни в каких других юрисдикциях против меня нет ни одного обвинения, ни одного судебного. Ребята, я очень сильно сокращаю. Я бы очень хотел, чтобы вы услышали все полностью. Может быть, я отдельно опубликую вот это вот все полностью. Потому что это того стоит. Многие, когда я это публиковал в своем частном канале, в Телеграме, я кусочки туда выкладывал. У людей шок. Я вижу, что это реальный, неподдельный шок. Смотрите, дальше пошли козыри. Список Путина. Я в списке Путина. Вопрос касается так называемого списка Путина. Была ли там который был распространялся открыто в публичном пространстве. Была ли там и ваша фамилия? Там были все фамилии, которые когда-либо оскорбляли Марка Захаровича Фейгина. Потому что этот список писал лично Марк Захарович Фейгин, который мстит таким образом своим личным врагам. Ни одного подтверждения того, что я имею хоть какое-то отношение к Путину, к его власти, к Кремлю, там не было. Мы подали в суд на составителей этого списка, но они, ввиду того, что начали рассказывать о том, что мы не в той юрисдикции, подавайте в России и так далее, пока что укрываются от ответственности. Самое смешное, что в этот список на самом деле внесли всех, кто в то или иное время обидел любителя овцебыков Фейгина. В этом списке удивительным образом оказались даже российские оппозиционеры, которые в какой-либо период своего существования оппонировали Марку Фейгину. Но это все не очень важно. Давайте-ка лучше про Майдан. Дело же о клевете 2018 года. Как тут без Майдана? Представитель спрашивает вас, какова ваша позиция в отношении Майдана? Как вы оцениваете события там произошедшие? События, произошедшие на Майдане,
считаю классическим государственным переворотом, который привел к непоправимым последствиям для моей страны. При этом никогда не призывал ни к разгонам Майдана, ни к убийствам, ни к задержанию его сторонников, которые не нарушали ПВО. О, они задали мне множество вопросов, напрямую связанных с этим делом о клевете. Можете ли вы пояснить, как получилось так, что вы просили политического убежища, указав, что убегаете и вас преследуют власти Януковича, который как раз во время Майдана и был свергнут? Как вы объясните это противоречие? Я не знаю, могу ли я в рамках судебного процесса задавать встречные вопросы. Я не знаю, откуда он взял такую информацию, что я предоставлял данные Департаменту миграции о том, что меня преследует режим Януковича. Если он сможет показать, где он взял вообще такую информацию, потому что я эту информацию не выдаю. Проблема возникает по поводу дат. Когда вы, скажем, прибыли в Литву? В 2012 году. Кто тогда на Украине был у власти? Это какой-то экзамен Януковича. Следует полагать, что вы сбежали, будучи преследуемым властью Януковича. Я сбежал, будучи преследуем конкретными людьми из МВД и Службы безопасности Украины. Многие из этих людей остались прекрасно при власти, ни одно из моих дел при пришествии еще Порошенко закрыто не было, только под конец его каденции. Ввиду того, что уважаемый адвокат не предоставит, конечно, первоисточник, откуда он взял такую информацию, о том, что я говорил Департаменту миграции, что меня преследует режим Януковича, я сам отвечу, я такой информации не предоставлял. Представитель не утверждал, что вас преследует конкретно Янукович, только задал вопрос по поводу дат, когда вы попросили убежище. Он задал вопрос, извините, в утвердительной форме, что я предоставил информацию Департаменту миграции, я прекрасно помню, у меня записан вопрос. Если вы были внимательны, то представитель вас дважды спросил, какие сведения вы предоставили Департаменту миграции. Вы сказали, что вы не помните. Как я сказал, что я не помню? Я такого не говорил, что я не помню. Я прекрасно помню, какие сведения я предоставил Департаменту миграции. Я прекрасно помню, какие документы я предоставил Департаменту миграции. Я предоставил массу документов, массу аудио, видеозаписей и так далее, касающихся моего дела. Я помню все. Конечно, вы тоже можете задаться вопросом, какое это все отношение имеет, собственно, к предмету рассмотрения этим судом. Но судья считала, что это прямое отношение. Это очень важно, вот это все выяснить. Далее они делают вид, что якобы в третий раз мне задают вопрос. Представитель в третий раз просит вас конкретно назвать, какие данные вы предоставили Департаменту миграции. Представитель в первый раз просит меня назвать это. Во-вторых, я отвечу представителю, что данные о предоставлении убежища и так далее, я смотрю, что Департамент миграции сейчас их начал нарушать. Это закон. Это данные о предоставлении убежища являются секретными данными. То есть я не знаю, могу ли я их даже по закону разглашать. Но я постараюсь взять на себя такую ответственность и скажу. Я предоставил полностью все материалы уголовных дел с полным разбором нарушений. Я предоставил полностью все аудиозаписи судов и полностью документы, связанные со всеми моими делами. Скажите, эти документы, определения судебные или приговоры, или постановления, эти документы до вас дошли, у вас есть возможность копии? Ну, эти документы можно посмотреть в онлайн-версии судебной системы Украины. Может быть, вы можете это сделать? Нет, не могу. Не Гали. Почему? Не хочу. Не Нори. А почему вы не хотите? Ну, просто потому что я думаю, что следующим вопросом вы попросите меня станцевать. Какое у вас образование? Высшее образование. Вы журналист или инженер? Я философ. Философ. Если мы дойдем сейчас до моей школы, то я могу предвосхитить эти все ответы, и я могу рассказать полностью свою биографию. Я закончил школу 175 в городе Киеве. До этого я находился в садике. До этого в яслях. Это все садики ясли находились неподалеку от моего дома, на улице Салютная, 18, в городе Киеве. Разрушение стервоза. Просто дело в том, что если адвокату хочется по существу что-то узнать,
Он может узнать у меня без проблем. То же, на что могу ответить я. Если ему хочется покрасоваться, то, в принципе, мы просто теряем время. По поводу покрасоваться, не такого хорошего качества компьютера представителя, чтобы он мог оценивать красоты. Смотрите, дело в том, что я не оцениваю, какая передача мне понравилась больше, какая мне передача понравилась меньше. Я оцениваю клевету, грязную клевету, которая была сказана в передаче, представителем которой является представителем компании, да, которая ответственна за эту передачу, скажем так, является господин адвокат. Поэтому я с самого начала утверждал и утверждаю. Эта передача нанесла мне репутационные потери, в ней звучала клевета. Что другая передача. Как ходу. Я слышу много названий, которые, честно говоря, уже начинают меня утомлять. Тут меня попытались убедить, что если уж Литва маленькая, так получается в ней можно говорить о человеке все, что хочешь. Потому что мало же людей узнают эту клевету. Почему вас вообще заботит репутация в такой маленькой стране, среди жителей такой маленькой страны, как Литва? Ведь у вас здесь нет ни социального окружения. Вас, скажем, заботило бы, если бы, что о вас говорят, скажем, в такой стране, как Монако? Да, меня очень заботит то, если мы говорим об этом, что обо мне говорят в Монако. Я очень пекусь о репутации своей княжества Монако среди очень узкого количества населения, к слову. То же самое и здесь, в том числе русскоязычного, особенно русскоязычного. То же самое происходит и в Литве. В Литве очень много людей, которые меня знают, меня смотрят, меня любят, подписаны на меня. Эти люди, в частности, не только в Литве, начали писать мне, рассказывая о том, что вот о вас там сказали и так далее. Кроме того, возможно, в силу возраста, адвокат не знает о том, что информация, которая распространяется на территории одной страны, может в интернете распространяться на территорию всего Европейского Союза, тем или иным образом, в частности, посредством сети интернета. Ну тогда уж знаете, как махнули рукой, и прям в суде мне рассказали, что в Литве принято инакомыслящих называть педофилами. У нас исторически так сложилось, что могут объявить педофилом за любые какие-то действия. В Литве могут обвинить в педофилии за любые действия. Я хочу уточнить. Некоторое время назад у нас было такое дело, когда любой инакомыслящий мог был быть обвинен. Просто не верю, что в стране Евросоюза такое может происходить. Ну ладно, дальше. Яшкова Снятики, представитель говорит только о том, что, может быть, те лица, которые так высказались про вас, вы просто им не нравились. Тут очень мощный, как и сам любитель ЦБК Фейгин, его представитель начал расставлять очень коварные ловушки. Смотрите, это сейчас будет сага о двух предложениях. Как вы думаете, российская власть распространяет ли пропаганду в Литве? Думаю, да. Вы считаете себя блогером? Да, конечно. Здесь же в Вильнюсе обосновался могучий источник пропаганды Кремля. Если вы подтверждаете, что имеется пропаганда и что вы блогер, чем вас это утверждение оскорбило? Ну, я могу представить, к примеру, что в Литве действуют подпольные бордели, но если я назову кого-то проституткой, наверное, это будет оскорбление. А если я заявлю, что кто-то работает в борделе уже в качестве утверждения, то это уже будет клевета, которая, мне кажется, в любой стране Евросоюза может быть преследована. Вот тогда решили разобрать два предложения. Внимательно слушайте. Может быть, вы можете указать, в какой части предложения, где утверждается, что в Вильнюсе обосновались могучие источники российской пропаганды, говорится о том, что вы являетесь таким источником.
Адвокат хочет утверждать, что в предложении, в котором указана моя фамилия, и говорится, что я могучий источник российской пропаганды, нет указания на то, что я источник российской пропаганды, ну, это очень странно. Адвокат уточнит это предложение, первое предложение. Здесь же в Вильнюсе обосновались могучие источники российской пропаганды. Точка. Антрасакинизм. Второе предложение. Есть такой блогер Шарий. Точка. Белгалита Файский Пуль, Первомет Сакиния и Раюсу Бавардель. Вы можете объяснить, где в первом предложении ваша фамилия? По-моему, любой здравомыслящий человек понимает, что второе предложение в этом смысловом ряду имеет отношение к первому. Представитель хочет только узнать, мы перейдем к дальнейшим предложениям. Представитель хочет только узнать, вот это второе предложение, является ли оно, что есть такой блогер Шарий, является ли оно оскорбительным для истца. Это предложение нельзя рассматривать без первого предложения, потому что мы взрослые люди и понимаем, что люди выражаются не одним предложением, а целыми связками. Видите как? То есть можно сказать, есть такой Гитанас, точка, он шлюха, точка. И в литовском суде потом можно доказывать, что в принципе есть такой Гитанас, тут же ничего оскорбительного. А он шлюха, ну мало ли о чем ты говорил. Все понятно. По этому процессу все понятно. Просто некоторые люди, они пишут, это что, в Европе суд? Это в Литве суд. Вы не путайте, это литовский суд. Отдельная история, это литовский суд. И я, в принципе, наверное, понимаю, надо будет быстро отмотать этот вот суд, апелляшку и пойти в ЕСПЧ, а там посмеемся вместе. Вторая часть будет финансовая часть. Это где Шария начали раскручивать хитрыми вопросами по поводу того, где он платил налоги. В деле, в иске, по поводу клеветы от 2018 года. Вот такой вот он, литовский суд. Там во второй части тоже феерия будет. Вам понравилось? Пока.